Все вздрогнули от звука визга шин на парковке, а затем дверь в класс распахнулась. В класс ворвалась разгневанная женщина с пылающим лицом. В воздухе повисло напряжение, и в классе воцарилась тишина. Миссис Браун была матерью Сары, одной из учениц этого класса, и она очень заботилась о своей дочери. Широко раскрытые глаза учителя не отрывались от изумленных учеников. Воздух стал тяжелым, и все ученики застыли на месте. Лицо миссис Браун вспыхнуло, а челюсти были сжаты. Исходящий от нее сильный гнев был очевиден. Она полностью сосредоточилась на учительнице, игнорируя любопытные взгляды детей. «Нам нужно поговорить», — выкрикнула она, и ее голос, словно нож, пронзил тишину. Вздрогнув, мисс Тейлор обернулась. На ее лице отразились изумление и сомнение, когда она молча уставилась на разгневанную женщину. Миссис Браун не стала сдерживаться. «Ты осознаешь, какое влияние оказываешь на этих детей?» — прокричала она с широко раскрытыми глазами, переводя взгляд с учеников на учителя. Все еще, держа маркер в руке, мисс Тейлор моргнула, сказав: «Я не понимаю, что случилось». Повысив голос, миссис Браун закричала: «Не прикидывайся дурочкой. Сара всегда рассказывает о тебе, когда возвращается домой. Ты часто опаздываешь и никогда не готовишься к урокам. Ты не относишься к этой работе серьезно». Лицо мисс Тейлор побледнело, и уверенная в себе учительница, которую знали дети, на мгновение стала маленькой и неуверенной. Миссис Браун не закончила и открыла рот, чтобы заговорить снова. «А теперь давай выйдем на улицу», — сказала она непреклонным тоном. Мисс Тейлор быстро кивнула, отложила маркер и направилась к двери. Она остановилась и оглянулась на учеников. «Класс, пожалуйста, оставайтесь на своих местах». Несмотря на напряжение в теле, она говорила ровным голосом. В классе было далеко не тихо, но дверь за ними захлопнулась. Ученики тут же начали строить догадки и нервно хихикать, а по комнате поползли теории. Один мальчик прошептал своему приятелю: «Как ты думаешь, что происходит?» «Вы видели ее лицо?» — прокомментировал другой ребенок. Тем временем ссора в коридоре усилилась. Миссис Браун ткнула пальцем в воздух между ними, когда повернулась к мисс Тейлор. «Вы знаете о трудностях, с которыми сталкивается моя дочь? Она зависит от последовательности и структуры, как и другие подростки. Им нужен учитель, который сможет дать им это», — сказала Браун. Обычно уверенная осанка учителя слегка поникла, как будто бремя обвинений давило ей на плечи. Ее руки, опущенные по бокам, дрожали, пальцы нервно подергивались. В конце концов, учительница нарушила тишину дрожащим голосом. «Я не хотела, чтобы кто-нибудь узнал». Ее слова задыхались под тяжестью ее честности. «Однако у меня нет другого выбора. Каждое утро для меня — это битва». Браун оставалась неподвижной, и тишина сменила ее прежнюю ярость. Она видела усталость и одиночество, которые говорили о трудностях, с которыми не должен сталкиваться учитель. Мисс Тейлор продолжала. Ее голос дрожал от эмоционального напряжения. «Я живу за много миль отсюда. Я встаю каждый день еще до восхода солнца. Чтобы добраться сюда, мне приходится садиться не на один, а на 3 разных автобуса». У Браун перехватило дыхание, когда ее глаза немного расширились. Она представила себе мисс Тейлор, усталую, но решительную, встающую с рассветом и ожидающую на автобусных станциях в темноте, окруженную тишиной мира, который еще не проснулся. При этой мысли у нее защемило сердце. Мисс Тейлор споткнулась, и ее голос сорвался. В течение минуты она пыталась успокоиться, прижав ладони к лицу, но слезы уже прорвались. «Часть пути я проезжаю на первом автобусе. Затем мне приходится ждать второй. На это может уйти от 20 минут до часа. Но даже в этом случае этого недостаточно. В
конце концов, последнее расстояние я прохожу пешком, прежде чем сесть на третий автобус». Ее слова, произнесенные с трудом, повисли в воздухе. По мере того, как Браун осмысливала значение того, что только что сообщила мисс Тейлор, ее мозг лихорадочно работал. Каждое утро и каждый вечер 3 автобуса. Энергия иссякала еще до начала рабочего дня, а часы, проведенные в дороге, были просто умопомрачительными. Чем дольше мисс Тейлор говорила, тем тише и нежнее становился ее голос. «Но, несмотря ни на что, я должна быть здесь ради детей. Кто будет с ними, если я не приду? Кто будет их наставлять?» Ее плечи задрожали, и она разрыдалась, выплескивая накопившиеся за долгие годы раздражение и усталость. Ее слезы стекали на блестящие плитки пола, когда она смотрела в пол, не желая смотреть Браун в глаза. Браун почувствовала, как у нее сдавила грудь. Стоя перед этой разбитой вдребезги женщиной, она остро осознала, как мало мы знаем о жизни других людей. Мисс Тейлор продолжила. «Я делаю это, потому что у меня нет выбора. Жизнь рядом со школой мне не по карману. Я не в состоянии купить машину. Уход за моей матерью, арендная плата и счета покрываются за счет моей зарплаты». Она замолчала, вытирая дрожащими руками залитое слезами лицо. «Вы не представляете, сколько раз я думала о том, чтобы все бросить. Но потом я подумала о детях. Я представляю Сару и радость на ее лице, когда она, наконец, решает математическую задачу». Впервые разгневанная мама почувствовала, как к горлу подступают жгучие слезы, готовые вот-вот хлынуть наружу. Она пришла сюда с такой уверенностью, думая, что знает, что происходит, и так оно и было. Но теперь она поняла, как многого ей не хватало. Мисс Тейлор была женщиной, которая решила каждый день вести невидимую никому борьбу, чтобы помочь детям. Когда мисс Тейлор закончила свой рассказ, ее голос стал тише, почти как шепот. Осознав всю чудовищность того, что она только что услышала, Браун глубоко вздохнула. Теперь их молчание было наполнено скорее невысказанным пониманием, чем напряжением. Она все еще испытывала яростное желание защитить свою дочь, но в то же время испытывала огромное сочувствие к женщине, стоявшей перед ней. Но то, что произошло дальше, заставило учительницу разрыдаться. Браун сказала: «Я совсем не злилась на тебя. Я хотела с тобой познакомиться». Перемена произошла так внезапно, что мисс Тейлор могла только стоять, хватая ртом воздух, как будто земля ушла у нее из-под ног. Словно в поисках разъяснений, ее разум поспешно переваривал слова, проигрывая их снова и снова. Браун сделала шаг вперед, ее лицо смягчилось, когда она продолжила. «Моя дочь рассказала мне все о тебе. Ты можешь подумать, что дети ничего не знают, но это не так. Сара объяснила мне, что ты живешь так далеко, но каждый день ходишь в школу, несмотря ни на что. Она сказала, что, несмотря на то, что у тебя много забот, тебе удалось привить детям любовь к учебе. Она также сообщила мне об автобусах. Но я хотела услышать это от тебя лично и понять, какие огромные усилия ты прилагаешь, чтобы научить этих детей. Теперь я полностью понимаю и хотела бы отплатить тебе тем же. Пожалуйста, пойдем со мной». Браун привела мисс Тейлор на школьную парковку, а сама стояла неподвижно. Там прямо перед ней стояла навехонькая машина. Недоверие охватило учительницу, отчего ее глаза расширились, а дыхание перехватило. Она отшатнулась, ее ноги подкашивались от напряжения момента. Ее лицо начало еще больше заливаться слезами, быстрее, чем она успевала вытереть их. Ее крики разносились по всей площадке, когда она обнимала Браун в знак признательности. Усталость, трудности, неисчислимые жертвы — все выплескивалось из нее волнами. Браун поддержала ее и прошептала: «Это твое».
Со слезами, капающими на асфальт, мисс Тейлор подошла к машине, вцепившись в дверную ручку так, словно это был ее спасательный круг. Этот подарок был больше, чем просто автомобиль. Это было сочетание признания, надежды и независимости. Мисс Тейлор впервые позволила себе почувствовать это в течение многих лет. Несмотря на ее повседневные трудности, они поговорили о том, что ее упорное стремление обучать детей не осталось незамеченным. Впервые за многие годы мисс Тейлор почувствовала, что ее по-настоящему признают и ценят. Слезы мисс Тейлор продолжали литься, но теперь это были слезы признательности и потрясения. Браун выразила свою радость и сообщили, что этот подарок был предназначен не только для того, чтобы облегчить ее бремя, но и в знак уважения к тем удивительным переменам, которые она внесла в жизни своих учеников. Этот момент стал напоминанием о ценности людей, которые так много отдают себя другим. Дорогие зрители, а вас когда-нибудь вознаграждали за преданность работе? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.